Всем привет! С вами канал Жизнь Вкусная и я Галина Артеменко. Сегодня рядом со мной появилась моя недавняя покупка, это вафельница. И так как в своем блоге я решила посвятить вафлям целый месяц, а в инстаграме еще и разыграть немножко подарков, то я решила, что обязательно нужно снять и видеообзор на мою вафельницу, которая хотя и новая, но уже очень-очень объезженная. Я расскажу, чем она хороша и почему я уже хочу другую. Я очень давно хотела обзавестись вафельницей, но все время оттягивала эту покупку. Потому что, согласитесь, вафельница – это такой прибор, который многие покупают, играются, а потом забрасывают благополучно куда-нибудь подальше в шкаф. Именно поэтому я решила, что начать стоит с бюджетной модели. Моя вафельница фирмы Klarstein стоила около $30. Именно в этом ее основной плюс. Еще один плюс этой вафельницы в том, что она выпекает сразу 4 вафли одновременно. Как и у многих подобных моделей, на ее ручке есть защелка, которая фиксирует их, пока вафелька пытается вырваться наружу. Завершающий плюс моей вафельницы – это то, что ее пластины имеют керамическое покрытие. Считается, что оно более устойчиво к повреждениям, нежели тефлон, но мне особенно нравится, что они белого цвета. Так я сразу вижу какие-то остатки теста от предыдущего запека и могу их убрать. В противном случае можно начать выпекать какую-то новую порцию вафель и обнаружить, что остатки не замечены и просто впечатались в новую порцию. Поверхность очень удобно мыть. Я специально оставила загрязненную пластину, чтобы показать, как легко отходят остатки. И это при том, что я не смазываю поверхность маслом, когда выпекаю. По окончании готовки я жду, пока поверхность остынет, протираю ее тряпочкой, после чего просто споласкиваю. В каких-то особых случаях можно помочь себе старой зубной щеткой. Этого больше, чем достаточно. Еще один то ли плюс, то ли минус в том, что тут есть комплект съемных панелей для бутербродов и для гриля, но я ими пользуюсь не особенно, поэтому ничего о них сказать не могу. Одним из существенных критериев выбора и своеобразное задание для меня было найти такую вафельницу, которая была бы с хорошей высокой мощностью и вписывалась в рамки бюджета. Номинальная мощность моей вафельницы 1300 Вт, но на деле оказалось, что эта мощность только на бумаге, потому что вафельница печет вафли очень-очень долго, целых 12-14 минут. В то время, когда очень много простых каких-то домашних вафельниц и меньше заявленной мощности справляются с заданием намного быстрее, буквально за 3-5 минут. Еще один очень большой минус этой вафельницы в том, что расположение тена делает процесс выпечки неравномерным. Таким образом, по центру вафельки получаются вот на уровне расположения тена, по центру вафли получаются уже румяными, аппетитными, а углы бледными и, по сути, сырыми. Стоит сказать, что у вафельницы есть термостат, но он регулирует только включение и выключение прибора, чтобы она не перегревалась. Самостоятельно регулировать температуру выпечки вафель, к сожалению, нет. Теперь давайте испечем немного вафель. Я расскажу, как я извернулась с проблемой того, что вафельница печет неравномерно. Тесто я приготовила немножечко заранее, но список всех ингредиентов обязательно размещу в описании к этому видео. Для того, чтобы мои вафли были пропеченными равномерно, я их накладываю при помощи ложки для мороженого и строго в ту область, где проходит тен. То есть вместо квадратных мои вафли будут круглыми. Я благодарю вас за внимание, надеюсь, что было полезно и вам обязательно будет вкусно. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте.